Куда инвестировать после событий февраля? С чего начать построение капитала? Какие инструменты дозволены, а какие запретны в исламе? Расскажу 2 июля специально для подписчиков Алиф ТВ. Регистрируйтесь на интенсив по ссылке под видео. И до встречи. Так называемый самолетный кризис в 2015 году между Россией и Турцией чуть было не положил начало крупномасштабной войне. Спустя менее чем через год этот конфликт был разрешен усилиями закулисной дипломатии. И, как ни странно, здесь главную роль сыграла не официальная деятельность, а некоторые непубличные личности. Джавид Чаглар, турецкий политик и бизнесмен, владелец нескольких текстильных компаний, медиамагнат. В 90-х был членом Великого национального собрания. Затем занимал министерские посты в правительстве. В беседе с корреспондентом Хакын Ас Джавид Чаглар рассказал, что по собственной инициативе предпринял ряд шагов по нормализации турецко-российских отношений. Возникший кризис необходимо было гасить немедленно, пока не лопнула натянутая до предела струна двусторонних отношений. Причем делать это надо было не публично, а используя приемы тихой дипломатии. Я связался с президентом Эрдоганом и начальником генштаба Хулуси Акаром, с которыми помимо политики нас связывает давняя дружба, и сказал, что представляю себе, как можно уладить конфликт. Мы встретились втроем, господин президент сказал, что рад моему участию, но сразу поставил 2 условия. Он не будет извиняться за сбитый самолет и не станет выплачивать компенсацию за происшедшее. В остальном Тайбек заверил меня, что готов рассматривать любые переговоры. В Москве переговорщикам не давали выйти из самолета 3 часа. Когда меня стали спрашивать о цели прилета, я представился рядовым бизнесменом, собравшимся инвестировать в ряд проектов на территории Дагестана. Но это не сработало. Пришлось звонить высокопоставленным московским друзьям, которые вопрос решили. Поначалу в тех кабинетах, куда мы в итоге попали, нас встретили очень холодно. Все мои попытки объяснить, что Турция не сделала это преднамеренно, что речь, скорее всего, идет о ловушке, поставленной нашему президенту кем-то из гюленистов, чтобы вбить клин в отношения между Москвой и Анкарой, наталкивался на вопрос наших московских собеседников. А доказательства у вас есть? Увы, на тот момент их не было. В общем, чтобы уладить ситуацию, Чаглару пришлось посетить столицу России более 10 раз. Политик уверен, что сохранение тесных связей между государствами способствует стабильности на Ближнем Востоке, и потому было важно не допустить кровопролития между странами. Спасло то, что имела место роковая случайность, злого умысла не было. В итоге 2 сильных лидера, Путин и Эрдоган, решили эту проблему. А мы были только посредниками, не более. Если бы не решимость Эрдогана, у меня не было полномочий на тайную дипломатию, и вопрос вряд ли решился бы. В итоге, в конце июня 2016 года Реджеп Таyyip Эрдоган направил письмо Владимиру Путину, в котором выразил соболезнования семье погибшего летчика, и мало кто обратил внимание на то, что президент Турции не совсем извинился за инцидент, ограничившись словами «Не обессудьте, не судите строго». Однако этого хватило, чтобы разрядить ситуацию и восстановить уже довольно натянутые отношения. Старания Чаглара оценил и президент России. За большой вклад в укрепление сотрудничества между странами 25 мая 2017 года Владимир Путин вручил ему орден дружбы на торжественном приеме по случаю Дня народного единства в Большом Кремлевском дворце, а также провел личную беседу с предпринимателем. Он, Путин, спросил, чем я занимаюсь, на что я ответил, что каждое утро совершаю 12-километровые прогулки, а с 7 лет регулярно совершаю утреннюю молитву и встречаю рассвет. Путин спросил, почему я гуляю по Москве один, почему рядом никого нет. Я ответил, что в России со мной ничего не случится. Я по жизни оптимист, всегда настраиваю себя на позитив. Выступая на церемонии награждения, Чаглар выразил благодарность лидерам 2 стран за оказанное ему доверие. Дорогие братья и сестры, зрители нашего канала, мы хотим стать лучше для вас, и нам важно знать ваше мнение. Поэтому просим вас заполнить небольшую анкету, которая находится в описании к этому видео. Напишите нам, какие еще материалы вы бы хотели видеть на нашем канале. Благодарим за внимание.